Итак, приветствую всех, и мы продолжаем с вами наш прогноз на 2024 год. Для следующей группы мы идем с вами в обратном направлении, почему-то в обратном отчете, но это тоже для разнообразия. Итак, для всех, кто выбрал китайскую монету, прогноз на 2024 год прошу показать наиболее гармоничным, понятным, открытым образом. Мы будем просматривать его с вами для каждого месяца, главное событие и рекомендации на каждый месяц от высших учителей и архангелов. Прошу наиболее гармоничным, открытым, искренним, истинным образом показать события для шестой группы, кто выбрал, для участников, кто выбрал китайскую монету. Показать события 2024 года на каждый месяц. Итак, начнем с вами с февраля. А, Февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь. А, Значит, очень интересно, мы с вами начинаем с февраля, и как раз вы можете отследить уже события февраля для себя и сопоставить то, что прогнозируют карты. Карты говорят о том, что у вас есть такое меланхолическое настроение, а, состояние немножко иллюзорное, состояние немного такое пребывание в своих мечтаниях о будущем, о прошлом, в принципе, размышления. И эти состояния зародились у вас еще на новолуние, которое было у нас 11 февраля, и продолжают, точнее 10, и продолжают развиваться уже сейчас, набирая обороты и давать свои результаты всем вот этим мыслям. В принципе, достаточно благоприятный период, февраль, для вас, гармоничный, спокойный, немножечко зависящий от эмоционального фона по Луне, да, по лунным фазам. И вот, если посмотреть на рекомендации от высших учителей для вас на февраль месяц, это рекомендация: абстрагируйтесь от драмы. В принципе, она соответствует первой карте, да, когда вы просто размышляете, обдумываете свое прошлое, свое настоящее, будущее. Возможно, как-то мистически настроены, мистически просматриваете эту ситуацию через другие, возможно, техники. И э, ваша задача в этом месяце абстрагироваться от негативных каких-то событий, от негативной ситуации, от негативных каких-то отношений и найти что-то хорошее, почему это происходит. Даже в этой негативной ситуации найти что-то хорошее. И рекомендация для вас от архангелов на февраль месяц — это божественный порядок. Все так, как должно быть. Смотрите сквозь иллюзии и увидите порядок, лежащий в основе всего сущего. Очень интересно, что тема иллюзий, мечтаний, она продолжается и дублируется в третьей карте. То есть, возможно, события января вас потрясли, возможно, у вас в начале февраля были какие-то переживания, что заставило вас, либо информацию, которую вы узнали о том, что, например, год высокосный, достаточно непростой, такой, трамплиновый, я бы сказала, да. Для преодоления этого трамплина нужна, конечно, энергия, нужны силы, но также очень важно понимать, в каком направлении вы движетесь, где для вас наиболее благоприятное направление для раскрытия ваших талантов и вашего потенциала. Поэтому старайтесь не слишком впадать в иллюзии, и вообще лучше быть в состоянии осознанности и поддерживать свое сознание в чистоте. Ну, для этого, конечно, благоприятно проводить всевозможные очищающие практики.
Вот, вы можете записываться ко мне на консультацию, либо на сеансы чисток, как раз которые очищают энергетические тела, ауру, сознание, да, и также проводится карма-коррекция, потому что Луна и вообще, в принципе, вот эти состояния — это также родовые сценарии, родовые программы, то есть установки, которые заложены на, на уровне ваших энергетических полей. Возможно, не только в этом воплощении, не только по роду, даже реинкарнационно, которые, возможно, создают для вас препятствия и которые необходимо трансформировать для позитивных событий, для развития позитивных событий в жизни. И перейдем дальше. Март, простите, февраль, да, февраль уже заканчивается, как раз у нас где-то неделя осталась. А, Февраль, в принципе, сам по себе достаточно мистический месяц, да, и у нас, высокосный год, то есть у нас в этом году есть 29 февраля, которое тоже очень мистический день такой особенный, который хорошо проводить всевозможные очищающие, укрепляющие практики. И март у вас выпадает удача, очень, могут складываться легко, благоприятно обстоятельства. Вообще, в принципе, все очень хорошо будет получаться. Давайте посмотрим, какая рекомендация от, высших учителей для вас, на март месяц. Но все ваши начинания будут поддержаны природой, будут поддержаны успехом. Да, продуктивность. Будьте продуктивны в марте месяце, потому что для вас есть возможность наработать удачу. И, в принципе, волна удачи, да, успеха, поддержки от общества, от близких, она будет также от высших сил, она будет у вас в марте. Понимаете, что в марте у нас есть еще также затмение. Затмение первое будет 25 марта, лунное затмение, а затмение — это период перемен. Если вам сопутствует удача, вы можете привнести какие-то желанные вами лично перемены, да, в свою жизнь, и все будет вас поддерживать вокруг. И также рекомендация для вас от архангелов — это гармония отношений. Мы, ангелы, помогаем людям открыть друг другу свои сердца. Все споры и конфликты улажены. Возможно, это меланхолическое состояние, да, февральское было связано также со взаимоотношениями. Вы, возможно, переживали, как это будет, как будут развиваться взаимоотношения. Так вот, у вас есть поддержка, и поддержка транслируется вам во всех направлениях, со всех, скажем так, источников. Развивайтесь и действуйте. Ничего не ждите, не медлите. Перейдем дальше. И, соответственно, апрель. В апреле подарки, успех, удача. В апреле у нас продолжается коридор затмений. Второе затмение будет 8 апреля. Это солнечное затмение. Оно дает начало чему-то новому на длительный период, поэтому пользуйтесь этим моментом, планируйте какие-то мероприятия, празднуйте праздники, участвуйте в каких-то важных, таких приятных событиях, получайте подарки, у вас хороший период, и комплименты могут поступать тоже. То есть это заслуженно, вы этого достойны, и принимайте это все. Также у вас рекомендация от высших учителей на апрель месяц — это энергетическое исцеление. То, о чем я говорю, записывайтесь на сеансы чисток ко мне, либо сами практикуйте энергетические практики для очищения, восстановления своей энергии, своих чакральных центров. И рекомендация для вас от архангелов — это преодоление трудностей. Худшее для вас теперь позади. Все прежние преграды преодолены. Ну, это прекрасно. У вас есть возможность, в принципе, начиная уже с марта, после размышлений февральских, начать действовать, менять свою жизнь, привносить изменения, причем не ждать ничего, а самому начинать уже а, действовать, да, и проявлять те перемены, инициировать те перемены, которые вы желаете в своем
будущем и в своем настоящем. Принимайте подарки, занимайте позицию лидерскую, успешную позицию, у вас все будет получаться. Перейдем дальше. Май. В мае, период достаточно такой гармоничный, умиротворенный период отдыха, период, определенности, да, когда вы можете определиться с местом жительства, с, взаимоотношениями, с партнерством, с принятием решения относительно какого-то вопроса и просто даже отдохнуть, восстановиться в спокойном, размеренном режиме. Для вас рекомендации на, а, май от высших учителей. Откройте свое сердце любви, ну, любовь ко всему живому, ко всем живым существам, к планете Земля, к природе, к экологичности, любовь к себе, любовь к своим близким, принятие, да, даже принятие того факта, что, вы можете довериться здесь и сейчас своим близким, кто искренне вас поддерживает, и рассчитывать на также их поддержку, потому что любовь — это и поддержка, и принятие, и доброта, и, сострадание, и милосердие. То есть любовь — это очень объемное такое понятие. Это не просто выполнение своих каких-то сиюминутных хотелок, это более глубокое, чувствование, и самоосознанность. А, Также рекомендация для вас на май от архангелов — это творческое письмо. Напишите статью, книгу или заведите дневник. Либо напишите письмо. Если вам сложно изложить мысли, как раз у вас будет период такой достаточно размеренный, да, когда есть возможность отдохнуть, заняться, возможно, даже какими-то такими а, м, делами, которые вы откладывали. Возможно, вы пишете книгу, вы размышляли в феврале, как это можно оформить. Так вот, все далее, да, все периоды далее у вас увенчиваются успехом. Более того, написание каких-то статей, у вас будет возможность поразмышлять, у вас будет возможность проявить творчество, да, и с позиции сердечной чакры, с позиции любви передать свои мысли, свои чувства, миру или, другим людям, которых вы заинтересованы. Пойдем дальше. И теперь у нас летний период начинается июнь. В июне есть определенная задача. В июне есть определенная, возможно, какая-то поездка, либо это, какая-то задача, которая потянет очень длительный период времени, которая ставится перед вами. И это как, скажем так, преодоление даже какого-то препятствия придется совершить. Возможно, лучше найти, не действовать напролом, да, в июне, а возможно поразмыслить и найти обходной, более гармоничный, безопасный, путь. Возможно, этот путь будет более длительным, но он будет более гармоничным для вас. Подумайте, что для вас, более приемлемо, потому что кому-то приемлемее, допустим, проявить гиперусилие и преодолеть быстрее какую-то задачу, решить задачу, вопрос, да, препятствие через, действие, скажем так, напролом, активным таким действием, а кому-то гораздо благоприятнее обойти ситуацию и обойти вообще другой стороной. Возможно, выбрать вообще другой путь и не ввязываться вот в это мероприятие, которое вам будут предлагать в июне. Давайте посмотрим на рекомендации, которые у вас идут по высшим учителям для вас. А, Задача: мать, жена, сестра, дочь. Что это, нам говорит? Знайте свою роль. Четко понимаете свою роль, какую вы, занимаете, да, или какую вам предлагают в этом мероприятии, и насколько эта роль, которую вам предлагают, она созвучна с вашими истинными целями, с вашими истинными желаниями, с вашими мечтами.
да, с вашими задачами на жизнь. То есть, насколько это соответствует. Выберите себя в этом предложении и действуйте более гибко, по-женски. То есть не напролом как раз, да, нахрапом проявить, больше, сил, больше энергии, но, соответственно, потом быстрее устать, то есть растратить свои силы, а, возможно, действовать более гибким образом, как постепенно, а, дочь становится женщиной, да, постепенно она становится, женой, матерью, постепенно выстраивая свою жизнь через, долгосрочное такое, взаимоотношение с самой собой, меняя свои роли, а точнее дополняя свои роли. Но это как действие воды, это гибкое, мягкое, очень такое, находящее другие обходные пути. То есть она, да, вода и камень точит, мы это знаем, но, вода может также найти любой другой выход, который изначально может казаться скрытым. И для вас рекомендация от, высших, архангелов, от архангелов, ангелов, это здоровый образ жизни. Возможно, у вас появится, ситуация, которая, предложит вам роль матери, жены, сестры, да, или дочери. То есть, роль, которая, возможно, займет длительный период времени. Насколько вы эту роль ощущаете, насколько вы, для себя понимаете эту роль и выберите тогда себя в этих вариациях, да, женских проявлений. Либо выберите просто, действовать, если вы мужчина, действовать более таким женским, гибким, методом. И опять же таки, возможно, вам необходимо, если вы мужчина, обратить внимание, даже если вы женщина, на свою мать, на свою, жену, если вы мужчина, да, на сестру, на вашу дочь. И от архангелов для вас рекомендация — это здоровый образ жизни. Ешьте полезную пищу, хорошо высыпайтесь и регулярно занимайтесь спортом, чтобы иметь отличное здоровье. Ну, конечно, когда предлагается такая дорога, такой путь, с преодолением, скажем так, каких-то препятствий, каких-то задач на длительный, долгосрочный период, причем ты не все знаешь, события, как будут раскрываться в пути, да, какие будут происходить события в пути. Соответственно, здоровый образ жизни очень важен, потому что первое, что важно поддерживать в таких долгосрочных программах — это свое здоровье. Психическое, физическое, ментальное, на всех уровнях, энергетическое. Ну и, конечно, еще раз поразмыслите, насколько то мероприятие, что вам будут предлагать в июне, вы можете осилить, насколько оно не подорвет, возможно, ваше здоровье. Пойдем дальше. Летний месяц июль говорит о том, что ситуация, возможно, как-то обретет характер такой, знаете, несдвигаемый характер какой-то, да, то есть когда э, вы можете чувствовать себя очень, скажем так, как будто зажатыми в тиски, зажатыми, в четырех стенах, как будто проявляется какая-то холодность, какая-то принципиальность. Либо вы себя так ставите, либо так проявляют к вам, себя люди. Возможно, у вас появится задача для карьерного роста, которая начинается уже, в принципе, с давнего периода, да. Но июнь и июль — это месяцы, когда будет сложно сдвинуть ситуацию с места. Более того, проявятся некоторые, подводные, скажем так, камни, то есть, проявятся какие-то препятствия на пути достижения вашей задачи, вашей ситуации, вашего разрешения ваших вопросов, либо карьерной лестницы. Также мы наблюдаем продолжение, этого события и в августе, да. Ну, давайте посмотрим, какие рекомендации для вас на июль от высших учителей. И здесь опять мать, жена, сестра, дочь. То есть выберите женскую позицию, гибкий метод, более такой, скажем так,
э, более, м, быть более гибким, быть готовым к изменениям, также, быть, и действовать больше женскими методами. Также обратить внимание на своих близких женщин, либо же обратить внимание на ту роль, которую вам предлагают, опять же таки, а, возможно, стать матерью, возможно, выйти замуж, да, возможно, у вас появится сестра, да, или брат, возможно, у вас будет предложение опекунства или что-то вот в этом роде, стать дочерью. Или надо обратить внимание на свою дочь, да, на своих близких, мать, сестру. Вот. Подумайте, как проявить себя по-женски в период июня-июля месяца. Также рекомендация для вас от архангелов на июль 2024 года. Привет с небес! Ваши любимые на небесах чувствуют себя прекрасно. Избавьтесь от тревог и примите их благословение. Ну, возможно, кто-то из женского пола, из вашего рода, да, кого уже нет в этом мире, но они всегда рядом с нами, они всегда нас чувствуют и поддерживают, и передают как раз поддержку для вас. Возможно, это бабушка, прабабушка, да, или кто-то из близких других. И скажем так, снимите те оковы, которыми вы себя, или, узы, да, в которые вы себя погрузили. А, Если продолжить, август говорит о том, что пора закончить ситуацию. Ситуация созрела, и что-то закончится, что-то завершится, а, что-то необходимо пресечь, остановить. Проявите четкость в августе, собранность, да, и расставьте приоритеты, что для вас приемлемо, а что нет. В августе может произойти какое-то событие, которое повлечет за собой либо завершение предыдущей ситуации, да, либо же, в принципе, завершение каких-то а, проектов, которые вас просто отягощают, либо не дают вам желаемого результата. И рекомендация для вас от высших учителей: абстрагируйтесь от драмы, закончите, завершите и абстрагируйтесь от драмы. Подумайте, что для вас благоприятного в этой ситуации. Кстати, это также дублируется, да. Давайте посмотрим рекомендации от архангелов для вас. Это психолог. Вы прирожденный психолог, и многие люди получают пользу от советов и моральной поддержки от вас. То есть в августе месяце просто с точки зрения психологии, да, рассудительности, осознанности подойдите к вопросу и завершите все то, что вас отягощает, все то, что вас обременяет и не дает вам благоприятного, желаемого вами развития и результатов. Сентябрь начинается осенний период. Сентябрь ключевой. В сентябре у нас второй коридор затмений 18 сентября. Будет лунное затмение, и, соответственно, какая-то ключевая ситуация произойдет у вас в сентябре. Либо появится возможность в сентябре, наиболее позволяющая открыть вам новые двери, новые дороги, что-то впустить для себя новое или кого-то впустить в свою жизнь. Давайте посмотрим, что говорят, рекомендуют высшие учителя для вас. Медитируйте, медитируйте, начните медитировать, начните практиковать энергетические духовные практики, начиная хотя бы с сентября месяца. Хотя, в принципе, это можно начинать уже делать вам с февраля, то есть сейчас. И архангелы дают совет, опять дают совет психолог. Вы прирожденный психолог, то есть медитируйте, изучайте психологию,
работаете психологом и медитацией, да, возможно, у вас открываются двери к образованию, к получению образования в сфере психологии, и это будет тоже для вас поддержкой и принесет новые результаты. Октябрь. Октябрь, разные мысли. Мысли, с одной стороны, о том, что все может складываться хорошо, благоприятно, но с другой стороны присутствует тревога, и вы как будто, не знаете, как бы к какой стороне прильнуть. То есть вы, мечетесь между вот этой вот состоянием, негативных каких-то мыслей, да, тревожности и состоянием того, что, ну, может же быть хорошо, ну, может же все получиться. Постарайтесь, не накручивать. Вот в октябре задача не накручивать, в первую очередь по таким показателям. Даже какие бы события ни происходили, какие бы тревоги, страхи не были, просто не накручивайте. Рекомендация для вас от высших учителей на октябрь месяц. Вообще волна процветания, то есть не переживайте, вот все, что вы начнете в сентябре, у вас принесет хорошие плоды. Вы можете устраиваться на работу, вы можете подавать резюме, вы получите хорошие результаты, у вас есть на это все шансы, все возможности вас поддерживают. Главное, не тревожьтесь, главное, не тратьте энергию, время на вот это вот переживание. Рекомендация от архангелов для вас. Помните, кто вы. Вы полная силы, любви и творческой энергии дитя Божье. Вы горячо любимы, у вас есть поддержка, не переживайте, открывайте новые двери, начинайте новые стартапы, я не знаю, начинайте новые проекты, запускайте. Все ключи у вас в руках. Сентябрь, в октябре у нас второе затмение, насколько я помню, вроде бы 2 октября. А, И это солнечное затмение, это как раз затмение, которое начинает новый цикл, да. Вы с сентября уже можете, помогать переменам происходить в вашей жизни, но тем переменам, которые бы вам искренне хотелось себе, да, а не ждать, вот этих вот волшебных пенделей от, как говорится, от Вселенной, которые в основном, негативно могут проявляться. И давайте пойдем дальше. Ноябрь. Ноябрь, конечно, период такой очень может быть растратный. Будьте аккуратны. В конце ноября у нас разворачивается Меркурий до середины декабря, то есть я бы не советовала тратиться как минимум с середины ноября, потому что эти покупки, эти растраты будут неблагоприятными или не особо вы будете ими довольны потом в будущем. Постарайтесь, быть более экономными, скажем так, рассудительно подходить к своим тратам, не ме но при этом не мелочиться тоже. Здесь вот, тема, скажем так, жадности, да, или, такой мелочности может проявляться. Постарайтесь тоже не позволять этому чувству проявляться в вас. Давайте посмотрим рекомендации по ноябрю от, высших учителей для вас. И это вы точно чувствуете данную ситуацию. То есть то, что вы будете чувствовать в ноябре месяце по ситуации, по, в принципе, событиям, которые будут происходить, они будут, вот эти ваши чувства, они истинные, да, обращайте внимание на эти чувства, на ваши ощущения. И рекомендация от архангелов: расправьте крылья, перестаньте сдерживать себя. Время пришло, вы готовы расправить крылья и воспарить. Я бы советовала воспарить в первую очередь через духовное развитие. Не бояться, что, возможно, в каких-то действиях, в каких-то сферах своей жизни необходимо быть более рациональным, не мелочным, а более рациональным. И не бояться действовать, исходя из тех ресурсов, которые у вас есть на данный момент. Не ждать вот каких-то самых благоприятных и там самых лучших условий, да, не искать вот эти вот условности, потому что, по сути, если искать условности, тогда я не могла бы записывать этот эфир без соответствующей, например, камеры, да, для
скажем так, разворота на стол, да, не использовать камеру компьютера. То, что я делаю сейчас. Да, я понимаю, что картинка не идеальная, но, конечно, это не моя основная деятельность проводить расклады. Я решила сделать это в качестве такого энергетического, мистического отвлечения, развлечения и также для а, перехода на другие энергии, тем более в такие сакральные даты февральские. Сегодня 22 февраля, очень особенный. Мы начали запись с 21, также с вчера. И эти все дни насыщены очень сильным энергетическим потенциалом. Вот. Но я не ждала этих вот условностей, да, я просто начинаю как бы делать, когда я чувствую, я начинаю. Я понимаю, что это, с одной стороны, может показаться другому блогеру, более профессиональному в раскладах, таким детской игрой, но с другой стороны, почему бы и нет? Почему бы не посмотреть на себя, на свою ситуацию, на прогностику с другой стороны и проводить расклад, в то время, когда идет поток. То есть не ждать вот этих условностей. Если открывается поток, открывается энергия, приходит информация, она созревшая, соответственно, ее необходимо транслировать и ничего не откладывать. Поэтому действуйте в ноябре, не дожидаясь супер каких-то условий. Но будьте рациональны в своем подходе, потому что могут быть затраты на разные мелочи, которые потом, по сути, ну, не принесут результата, а будут просто таким забирающим ресурс эффектом. И прогноз для вас на декабрь месяц благоприятный. Ваши мечты, ваше состояние, возможно, будет состояние такое предвкушение сказки, мечтательности, желание исполнения мечт, анализ, насколько мечты исполняются или нет. Давайте посмотрим рекомендацию для вас на декабрь месяц. И от высших учителей. И здесь найдите благодать в ситуации, в которую вы попали. Даже если мечты не свершаются быстро, понимайте, что либо вы не готовы к их свершению, и в основном это так и есть 100%, да, либо что-то вы делаете недостаточно, либо некорректно, неправильно, и необходимо изменить вот этот подход. Также намерения, которые заложены, да, мотивы, которые заложены у вас изначально в ваших целях, в ваших планах, возможно, несут в себе какой-то искаженный мотив, манипулирующий мотив, либо корыстный, либо ну, какой-то другой негативный. И, соответственно, они не приведут к вам, вас к исполнению желаемых, к исполнению мечт и получению результатов. И результаты будут с искажением. Вот. Давайте посмотрим. Но найти вообще, в принципе, все равно благодать в конце года, анализируя год во всех ситуациях, которые с вами произошли, вот найдите что-то хорошее, да, что как минимум 5 пунктов для себя распишите во всех сферах жизни за прошедший 2024 год. Распишите, что было хорошего по разным сферам жизни, по 5 пунктов постарайтесь написать. И рекомендация от архангелов для вас: отправляйтесь за город, подышите свежим воздухом, восстановите связь с природой, чтобы снять напряжение и стимулировать творческое мышление. Скажу так, что у нас в декабре, у нас до середины декабря ретроградный Меркурий, потом у нас также ретроградный Марс с конца декабря, и, соответственно, энергии не так будет много, физического, для физического тела, да, у мужчин также может проявляться упадок сил, упадок энергии. И вот как раз найдите благодать даже в том, что не получилось, найдите что-то хорошее. Пусть это хорошее вас поддерживает, что у вас все равно есть, а всегда есть возможность найти позитивные, да, аспекты в любых ситуациях. И природа будет давать энергию, будет давать поддержку. Даже в ночное время созерцание звездного неба всегда благоприятно. Можно загадывать желания, потом их
конечно, планировать. Я скажу так, что для каждого желания, для каждой мечты, конечно, необходимо а, четкая стратегия, которую как раз вы, либо самостоятельно должны составить для себя, либо же вы можете записываться ко мне. Да, у меня есть интенсивы, по лайф-коучингу, и также есть вебинары по работе с целями. Конкретно расписание, составление четких прогнозов, как, а, действий пошагово, как чего можно достичь, и даже определение, выявление истинности ваших целей, насколько это цели действительно ваши мечты, насколько они вам созвучны. Потому что бывает, ты достигаешь, оказывается, что эта цель была вообще мечта не твоя, и ты не получаешь от нее при достижении, ты не получаешь от нее какого-то удовлетворения, радости, вдохновения, проявления энергии, соответственно, время потрачено, по сути, впустую. А время — это самый ценный ресурс для каждого человека на планете Земля, который является невосполнимым вообще. Второй по значимости и по ценности — это ресурс энергия, да. Слава богу, что энергию мы можем восполнять, мы можем восстанавливать. Но подчеркну, что восстановление энергии в 20 лет или в 40 или в 60 — это не одно и то же состояние. Поэтому никогда не упускайте время, цените его и старайтесь, максимально все делать вовремя, потому что всему свое время, и, состояние энергии, состояние вдохновения, состояние мотивации, оно очень различно в разном возрасте, да. Для восстановления энергии практикуйте энергетические практики, здоровый образ жизни, медитации, мантры, молитвы, соблюдайте посты, аскезы. Также можете ко мне записываться на сеансы чисток, и восстановление энергии. Как раз это для этого направлено. Если посмотреть еще рекомендацию для вас по году, по психоэмоциональному фону, в чем моя ценность и внутреннее богатство? Вот такая для вас рекомендация. А, Можете посозерцать эту картинку, да, и поразмышлять. И как раз это, кстати, очень ценно для вас по прогностике вашего года, что ваши цели, ваши начинания могут увенчаться успехом, если вы осознаете свою ценность и осознаете свои истинные желания. Тогда вы будете успешны и получите хороший результат. Благодарю вас за просмотр. И мы переходим к следующему выпуску. Прошу вас, пожалуйста, оставьте ваши комментарии толерантным, тактичным образом, если для вас было полезно и созвучно данный расклад, а также поставьте лайки, если вам было полезно, интересно, и понравился этот выпуск. И сейчас мы перейдем к следующей группе, к пятой группе, ваш тайм-код 3750. Я для себя сразу помечаю, потому что потом не будет возможности на это уделить время. И все, кто выбрали такой мраморный брусочек, да, для вас, для всех сейчас будет расклад на 2024 год. Давайте посмотрим. Это у нас получается пятая группа. И прошу показать наиболее гармоничным и понятным, открытым, истинным образом события 2024 года помесячно для пятой группы, для всех тех участников, кто выбрал мраморный брусочек. Показать прогностику по главным событиям года. Мы начнем с вами с февраля. Итак, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь. Как интересно.
Трансляция. У нас сегодня идет прогнозы на 2024 год по главным событиям каждого месяца с рекомендациями от высших сил, от высших учителей, а также от архангелов. И мы транслируем наиболее светлыми энергиями трансляцию, поэтому э, сразу учитывайте те рекомендации, да, и описание, скажем так, нестандартное. Моё описание не совсем стандартное, для, данных карт, но оно транслируется через, яснознание, ясночувствование, да, вот эти вот, каналы. Поэтому, в очень особенную дату я выбрала эту трансляцию. Это 22 февраля сегодня, то есть мы накануне, фактически в начале Нового года. Он уже активен. Если у вас есть также желание, просматривайте мой прогноз на 2024 год, а в идеале заказывайте персональный индивидуальный прогноз, который я составляю по астрологии, нумерологии и также фэн-шуй, китайской метафизике. Соответственно, этот прогноз более четкий, более конкретный, конечно же. Карты– это ваше психоэмоциональное, это отражение вашего психоэмоционального, ментального поля на данный момент, да. Но понимаем, что это состояние, конечно, может меняться, и, соответственно, расклады также могут меняться. Но для того, чтобы что-то изменить, необходимо также приложить усилия. Ну что, поехали. Февраль. Февраль у вас достаточно домашний период такой, зимний домашний период, что, в принципе, логично, когда вы проводите время со своей семьей, со своими близкими, с родственниками, и чувствуете себя более по-домашнему, все достаточно спокойно, понятно, гармонично, занимаетесь домашними, бытовыми какими-то вопросами. Рекомендация для вас по высшим учителям. Узнайте мнение другого человека. Возможно, имеется в виду мнение, связанное с какими-то взаимоотношениями с вашими родственниками, да, или а, относительно каких-то вопросов бытовых, да, возможно, вопросов строительства дома, возможно, вопросов дизайна. Проконсультируйтесь, возможно, с дизайнером. У меня есть хорошие дизайнеры, знакомые, если вам интересно, я могу также поделиться контактом. Но сразу говорю, что рекомендация для вас идет такая, что э, узнайте мнение других людей, узнайте мнение, ну, я советую, конечно, узнавать мнение специалистов, потому что люди разные, каждый говорит со своей точки зрения, да, но если вам необходимы достаточно продуктивные, такие эффективные рекомендации, тогда необходимо обращаться к специалистам в той сфере, которая вас интересует. Это может быть, опять же, повторюсь, связано либо с родовыми отношениями, родовыми сценариями, да, семейными взаимоотношениями. Это может быть связано с дизайном, также с строительством дома, с определением места жительства, если вы не определились. Но по этой карте вы должны чувствовать себя достаточно гармонично в своем кругу, в своем доме. Рекомендация для вас от архангелов– это ваши материальные потребности удовлетворяются, когда вы следуете своей интуиции и воплощаете в жизнь свои мечты. Если у вас мечта построить свой дом, иметь свой дом, тогда обращайтесь к специалистам. Есть разные технологии строительства, да, и вы можете воплотить свою мечту, либо вы ее уже воплотили в феврале месяце, да, возможно, у вас покупка своего дома, обретение дома, квартиры, имеется в виду место жительства. И пойдем дальше. Март. Март достаточно успешный. В марте есть возможность зарабатывать, заработки, да, прибыль получить доход дополнительный, можете планировать для себя. Также возможно получение от ваших каких-то дивидендов. А, Возможно, у вас есть что-то, что вы могли бы сдать в аренду и получать процент, да, в недалеком будущем начать получать доход через проценты. Вот. И давайте посмотрим рекомендацию для вас на март от высших учителей.
И это найдите благодать в ситуации, в которую вы попали. Ну, у вас достаточно благоприятные показатели, поэтому и, э, благоприятных, позитивных каких-то моментов можно найти гораздо больше, да. Есть возможность в ситуации, в которой вы находитесь, возможно, заработать, получить доход. И это, как раз рекомендация для вас. И, рекомендация от, архангелов для вас — это на март месяц — это гармония отношений. Мы, ангелы, помогаем людям открыть друг другу свои сердца. Все споры и конфликты улажены. Если у вас возникали какие-то семейные споры еще в феврале, да, или недопонимания в семейных взаимоотношениях, соответственно, понимайте, что конфликтность все равно будет улажена, и в марте будет больше удачи, больше взаимопонимания. В марте у нас первое затмение лунное 25 марта, и, соответственно, уже, скажем так, вихрь перемен, он уже включается даже сейчас, в феврале, и помогает людям выйти на новый уровень понимания себя, своей жизни и взаимоотношений. Пойдем дальше. Апрель. Апрель продолжает у нас коридор затмений. Второе солнечное затмение будет у нас 8 апреля. И здесь у вас любовные взаимоотношения, любовь, сердечные чувства. Позаботьтесь вообще о своем сердце, а, а, о своей чакральном состоянии, то есть о своем энергетическом состоянии, особенно о состоянии четвертой чакры. И рекомендация для вас от высших учителей — это волна процветания. У вас идет удача, изобилие. Начинается этот процесс уже с февраля, ну, максимум с марта. Когда все получается. Лакшми богиня, богиня любви, изобилия, богатства и процветания. Она поддерживает вас и в апреле дает удачу и поддержку. А, Рекомендация для вас от архангелов — это утешение. Я рядом с вами в трудную годину, чтобы помочь вашему сердцу исцелиться. Сердцу исцелиться. Вот, пожалуйста, у нас как раз сердце. А, у вас есть поддержка от высших божественных сил, да, от богини Лакшми, от ангелов, от архангелов, которые вас ведут и помогают высвободить, возможно, какую-то конфликтную семейную ситуацию и помогают вам исцелить ваше сердце. Практикуйте. Есть медитация Клауса Джоула «Открытие потока любви». Практикуйте эту медитацию в течение хотя бы минимум 7 дней подряд. Вообще в идеале 21 день, 28 дней, либо я всегда предлагаю 40 дней, 40, 41, 42 дня. Это так закрепляет более глубоко и формирует уже определенную привычку и энергетическую программу. Вот, ментальную программу. Практикуйте эту медитацию и практикуйте все медитации на гармонизацию, активацию, гармонизацию сердечной чакры. И пойдем дальше. Это у нас апрель месяц. В мае ожидает вас какая-то новость. Придет какое-то предложение, какие-то новости появятся в вашей жизни, которые для вас будут достаточно значимы. Вот. И рекомендация для вас от высших учителей: немедленно действуйте. Вот все, что вы узнаете, какая новость придет к вам, действуйте, ничего не откладывайте. Сразу же, как только вы получите эти новости, вы эти новости сразу поймете. Здесь у нас тоже сердечко, и тоже это может быть связано со взаимоотношениями, сердечных дел, да. И рекомендация от, архангелов — это божественный порядок. Все так, как должно быть. Смотрите сквозь иллюзии и увидите порядок, лежащий в основе всего сущего. Божественный порядок во всем, божественное провидение во всем. Проявляйте, активируйте, поддерживайте себя и свою сердечную чакру. Действуйте из позиции сердца, да.
не с позиции головы, а с позиции сердца. И понимаете, что все происходит так, как должно происходить. Э, Тогда вы увидите скрытый смысл. И та новость, которая придет к вам в мае, возможно, так как вам, рекомендуют действовать непромедлительно сразу, да, согласно этой новости, а, у вас в июне будет, вариант выбора. Вы будете как бы на развилке. То есть на развилке, что выбрать, какое принять решение, да. Возможно, это решение будет касаться вот этой вот предыдущей новости в мае. И вот, эм, высшие учителя, давайте посмотрим сначала, какую дают вам рекомендацию по этой развилке в июне, что вам рекомендуют, как себя позиционировать. Отпустите ситуацию. Если вам сложно принять решение, если вам сложно сделать выбор, тогда отпустите ситуацию, понаблюдайте за собой в этой ситуации и за другими участниками в этой ситуации, как она будет развиваться. Возможно, не стоит торопиться с принятием решений, с принятием вот этого выбора. Рекомендация для вас от архангелов. а, Приоритеты, да. Сосредоточьтесь на своих главных приоритетах. Я помогу вам оставаться организованным и мотивированным. Архангел Метатрон. Вы также можете обращаться к этому архангелу за помощью в вопросах вот, принятия решения, в вопросах принятия выбора. М, Ну, возможно, не стоит торопиться делать этот выбор, но и также, делая выбор, ориентируйтесь на тех приоритетах, на ваших приоритетах, жизненных приоритетах, да, что для вас наиболее актуально, важно, ценно а, и в данный момент времени, и вообще по жизни. И июль достаточно благоприятный для вас. Здесь успех, удача, здесь легкость, здесь поддержка, энергетическая поддержка, много возможностей, шанс, можно играть в лотерею. Здесь легче будет разрешаться даже предыдущая удача. Если посмотреть на продолжение года. В принципе, год достаточно благоприятный для вас. Возможно, начало, если было как-то искажено взаимоотношениями с домашними, то вот оно постепенно выровняется. И начиная с июля начинается период вот а, гармоничный, успешный, удачный, то есть больше легкости будет присутствовать в вашей жизни. Давайте посмотрим на рекомендации от высших учителей на июль. И здесь отец, муж, брат и сын. Как интересно. А, Попросите поддержку или помощь в принятии выбора, решения, или же, в принципе, попросите о помощи, о поддержке вашего отца, мужа, брата, либо сына. Либо же у вас, начиная с периода июля, будет возможность встретиться, пообщаться с кем-то из представителей мужского пола в вашей семье или в вашей жизни, да. Возможно, будет предложение также руки и сердца. Либо если вы мужчина, тогда займите мужскую позицию, займите твердость, четкость, надежность, ответственность, да, возьмите ответственность за свою жизнь в свои руки. Станьте отцом, станьте мужем, станьте надежным братом, да, будьте сыном, любящим, поддерживающим, да, своих близких. И рекомендация для вас м, от архангелов на июль внутренний мир. Постарайтесь успокоиться, создайте умиротворяющую обстановку и окружите себя приятными в общении людьми. Здесь как раз мужской пол проявился. То есть, возможно, окружите себя мужчинами, близкими для вас, да, и вам будет более гармоничнее в этот период. Пойдем дальше. Август. Ну что же, август у нас открывает получение подарков, также продолжается тема легкости,
удачи, успеха в ваших начинаниях, за все, что вы сделали, получаете благоприятные результаты, и это начинается уже, и это продолжается, я бы даже сказала, для вас в августе месяце. Рекомендации для вас на август от высших учителей. Да, отпустите ситуацию. Если будет также вас тревожить какая-то ситуация, отпустите, доверьтесь высшим силам, проявите осознанность, а, попросите для вас проявления помощи, поддержки от высших учителей. Попросите помощь, поддержку от мужчин, да, от мужского пола. Может, вы займете тоже позицию более твердую в принятии ваших решений, и, возможно, вот как раз более твердая позиция будет для вас более благоприятна. Также а, отпустите какие-то ссоры, да, осуждения и, возможно, какие-то старые обиды. Займите позицию благодати, благодарности, вообще позицию счастья, легкости, позицию успеха. Э, Возможно, даже можно проявить сострадание и даже подарить кому-то цветы или же тем людям, которые ну, либо вы на них обижались, либо они вас обижали. Проявите другую позицию, позицию, скажем так, прощения. Это будет наиболее гармоничная для вас рекомендация от высших учителей. И рекомендация от архангелов для вас на август месяц — это дыхание. Сделайте несколько глубоких вдохов, медленно выдыхая после каждого из них, чтобы пробудить энергию и очистить мышление. Очистите свое ментальное поле. Да, записывайтесь на сеансы чисток, поработайте, если хотите, с психологом, психотерапевтом для того, чтобы, во-первых, гармонизировать себя, отпустить обиды и настроиться на более позитивный лад, на прощение. Подарите, э, скажем так, свежий воздух, да, себе, свежее такое вот новое состояние себе и тем людям, которые являются участниками ситуации, в которой вы оказались, возможно, тяготящие вас, отпускайте. Здесь все у вас благоприятно дальше, скажем так, проявляется. И мы перейдем к сентябрю. Сентябрь — место и период отдыха, период гармонии, период умиротворения, период, скажем так, передышки, период, возможно, остановиться и обрести уже постоянное место либо проживания, да, если у вас изначально была мечта построить дом, и вот как раз эта мечта постепенно реализовывается к концу года, и на это есть все шансы. Главное, чтобы вы приложили все, конечно, усилия. Рекомендация от высших учителей для вас на сентябрь месяц — это доверие. Понимаете, что, доверяя высшим силам, Богу, Творцу, Вселенной, вы, скажем так, не продавливаете только свою волю, да, как вы видите, как вы чувствуете, а вы понимаете, что во всем присутствует божественное провидение, и вас слышат и ангелы, архангелы, а, Вселенная, реагирует, она откликается на ваши мысли, на ваши эмоции, на ваши чувства и дает вам, соответственно, то, что вы просите, или то, о чем вы чаще всего думаете. Поэтому проявите доверие и перестаньте беспокоиться. Ваши дела устроятся благополучно. Дайте возможность себе даже довериться самому себе и дайте возможность на период сентября. Здесь у нас первое затмение второго цикла, да, это лунное затмение 18 сентября. Дайте возможность себе отдохнуть, дайте возможность себе, скажем так, не поддаваться эмоциональному фону, который включается по лунному затмению.
Доверяйте своим близким. Ну, конечно, доверяйте тем людям, которых вы знаете, да, не просто так. И посмотреть на рекомендации от архангелов для вас. Здесь рекомендация «Духовное понимание». Я доставляю вам эзотерическую информацию и символы, помогая понять духовные истины. Возможно, в этот период сентября вы могли бы записаться на консультацию к астрологу, к нумерологу, к целителю, да, и, скажем так, увидеть, узреть, прочувствовать, понять, а, духовный промысел, да, который проявляется в вашей жизни, духовное руководство, которое проявляется в вашей жизни. Э, Возможно, довериться, тому предложению, да, близкому человеку, который к вам идет навстречу. И этот человек к вам проявляется уже в октябре месяце. В октябре, к вам придет либо новость, либо приедет человек, знакомый. Многовероятно, что это будет мужчина, который проявлялся еще, в июле, да, это у нас июль, да. Вот, и, этот человек появится в вашей жизни, либо даст о себе знать в октябре. Возможно, этому как раз человеку можно и нужно довериться. А Возможно, его и нужно простить, если у вас были какие-то обиды. Возможно, это ваш близкий человек. Возможно, у вас семейные отношения с этим человеком. Рекомендация для вас от высших учителей на октябрь месяц — это приоритеты. Конечно, расставьте свои приоритеты первостепенные. Помните, что все ключи в ваших руках. И все ответы на ваши вопросы тоже в ваших руках, а они внутри вас. Я когда провожу консультацию, вот индивидуальную, да, я, всегда, в конце задаю вопрос, насколько, было полезно, благоприятно, насколько человеку понравилась, да, консультация. И, в основном в 100% случаях, ну, может быть, да, один случай был, когда человек, сказал, что хотел бы еще раз разъяснить вопросы, но за мою, получается, семилетнюю практику, уже и постепенно набирает восьмилетняя практика, да, период свой, э, за это время, в 100% случаев, получается, всем консультация нравилась и нравится. И я говорю, что вы понимаете, когда я говорила вам вот ответы на ваши вопросы, скажите, говорю, вы чувствовали, э, внутреннее согласие, да, какой-то внутренний отклик, что да-да, вот я так и хотела, или я так и думал, или вот мне так и надо. М, и мне всегда отвечают: "Да, да". И я говорю: "Вы понимаете, что все ответы на самом деле заложены внутри вас, на все ваши вопросы". Просто человек, живя в, социуме, очень часто засоряет свое сознание, свои энергетические тела. Они вообще, в принципе, засорены, либо пробиты, да, и там постоянно убывает энергия. А если мы не говорим про какие-то еще воздействия и тому подобное, то М, человек, в нормальном энергетическом, гармоничном состоянии, он будет чувствовать ответы на все свои вопросы, на все свои задачи, на все свои какие-то ситуации. Он будет их знать, потому что все ответы находятся внутри вас. Душа приходит в это воплощение уже в эту жизнь, уже с определенными знаниями, какие задачи она хочет реализовать в этой жизни. И, соответственно, моя задача как, если я консультирую, да, как, астронумеролога, я это называю астронумеролог, как бы объединяя астрологию, нумерологию, все техники, которые я применяю, фэн-шуй. А, м, Моя задача показать, вот эти ваши истинные, э
намерения, ваши истинные приоритеты, ваши истинные задачи. Конечно, рекомендую всегда записываться на сеансы чисток, потому что человек таким образом сможет прочистить. Мы прочищаем, очищаем, восстанавливаем, да, все энергетические тела, энергетические центры. И восприятие информации идет совершенно по-другому. Даже, обучение, образование, любое направление воспринимается и принимается человеком совершенно по-другому после прохождения сеансов чисток. Так вот, ответы вы начинаете чувствовать, слышать, понимать и, скажем так, корректно анализировать пространство, в котором вы находитесь, людей, с которыми вы общаетесь, прозрачно, понятно, истинно, да, а не как-то искаженно. Вот. И, рекомендация для вас на октябрь месяц от архангелов — это творческое письмо. Напишите статью, книгу или заведите дневник. Но так как к вам приезжает, а, или вы встретитесь с человеком, да, или к вам приезжает, человек навстречу, скорее всего, это будет мужчина. М, я бы советовала, возможно, с этим человеком у вас будет переписка, да, переписка либо в интернет, либо имейл. Интернет, я имею в виду социальные сети, либо имейлы. То есть, возможно, следует написать письмо, ответное письмо на еще предыдущую новость, которая появится у вас, в мае. Возможно, не стоит откладывать и написать ответ. И, возможно, пригласить даже человека к себе в гости, который, конечно, отреагирует и приедет согласно ваших приоритетов, согласно ваших истинных целей, желаний и намерений, согласно ваших истинных задач на эту жизнь. И интересно, что, продолжая прогноз на, получается, ноябрь, у вас заключение договоров. Это как брачный союз, да, создание новой семьи, возможно, как раз с этим же человеком. А, Возможно, это соглашение о новом сотрудничестве, о новом партнерстве с этим человеком. Давайте посмотрим рекомендации от высших учителей для вас на ноябрь. И здесь работайте над своими магическими возможностями. То есть ваши желания могут реализовываться, могут материализовываться, если вы будете действовать, да, правильно, если вы будете развивать свои таланты, конечно же. Работайте с сакральными фигурами геометрическими, да, я бы советовала. Вот здесь Меркаба изображена, у нас была в начале также символ Меркабы, да, аметистовый. И, что, здесь советуют? Советуют, э, развивать, раскрывать свои таланты. Возможно, это соглашение, вступить в школу, допустим, целительства, вот, и карма-коррекции ко мне, допустим, да, у меня. Либо же, возможно, это будет, соглашение о открытии своего какого-то дела, да, своего бизнеса. Но я больше склоняюсь к тому, что это, взаимоотношения, и вашими мыслями, загадывание желаний, работа с коллажом, возможно, да, а, будут проявляться и ваши, способности к притяжению исполнения ваших желаний, основываясь на тех истинных приоритетах, да. Вот. А, Давайте посмотрим рекомендацию от архангелов для вас на ноябрь месяц. Здоровый образ жизни. Ешьте полезную пищу, хорошо высыпайтесь и регулярно занимайтесь спортом, чтобы иметь отличное здоровье. Ну, поддерживайте себя в хорошем состоянии, в хорошей фигуре, потому что, как минимум, если у вас свадьба, соответственно, вам, будет благоприятно, скажем так, для вашего красивого образа, для ваших фотосессий, для ваших нарядов, да, поддерживать хорошее, здоровое состояние вашего организма. Но,
принимая какие-то решения, да, поддерживать здоровый образ жизни очень важно, потому что здоровый образ жизни касается, в принципе, и вашего осознанного восприятия себя, своих желаний, своих целей и осознания тех партнеров, которые приходят в вашу жизнь. Давайте пойдем дальше. И декабрь. Декабрь успешно. Вы прошли год, слава богу, безопасно, гармонично. У вас достаточно хороший прогноз. У вас есть хорошие показатели на создание либо своего дома, либо своей семьи, либо новых взаимоотношений, либо обретения партнерства нового, да, и это увенчается успехом. Доверяйте, но ориентируйтесь на свои приоритеты всегда при любом выборе. Возможно, просите о помощи мужчин, да, обращайтесь за помощью к мужчинам. И рекомендация для вас от высших учителей на декабрь: уединитесь на природе. Уединитесь на природе, пойте мантры, мантры, особенно таре, зеленой таре. Вот, отдыхайте, восстанавливайте силы. Здесь солнце как раз это период удачи, это период реализации и восстановления сил. В конце декабря у нас разворачивается Марс в ретро-движении, а в начале декабря у нас Меркурий до 14 в ретро-движении. Соответственно, может быть упадок сил, энергии, и вам дает подсказку, что, в принципе, силы будут, но восстанавливайте, не забывайте восстанавливать и пополнять свою энергетику, свои силы через природный ресурс. И рекомендация для вас от архангелов на декабрь — это победа. Ваши молитвы услышаны, сохраняйте веру и ждите ответа. Ну, отличный год, отличный прогноз. Слава богу, все хорошо. Давайте посмотрим также рекомендацию на весь год по психоэмоциональному фону для вас. И что здесь я могу сказать? У вас такая рекомендация. Какие страхи мешают мне взлететь и сделать то, чего хочется? То есть у вас есть таланты, у вас есть мечты, возможно, мечты о своем доме, либо о своей собственной семье, либо в налаживании взаимоотношений с кем-то из близких. И попробуйте действовать осознанно, скажем так, доверяя себе, доверяя Вселенной, позволяя себе проявить вот те свои истинные желания, мечты и раскрыть свои истинные таланты. Такой прогноз был для вас. Благодарю вас за просмотр. Прошу, пожалуйста, ставьте ваши комментарии толерантным и тактичным, пожалуйста, образом, а также ставьте лайки, если для вас было созвучно, полезно, интересно и приятно провести это время в компании со мной. Теперь мы переходим к выпуску следующей группы. Это четвертая группа. И у четвертой группы тайм-код час 12:35. Все те, кто загадали хатейчика, да, все, кто выбрал хатейчика, для вас будет расклад сейчас на 2024 год. Смотрите, мы будем делать расклад на картах и по главным событиям на каждый месяц, да, по одному главному ведущему событию, состоянию на каждый месяц с рекомендациями от высших учителей. И, конечно же, я рекомендую следовать этим рекомендациям, этим советам, потому что это помогает проходить каждый вот год, месяц наиболее гармоничным образом для вас. Прошу показать гармоничным, открытым, истинным образом, понятным для всех участников прогноз на 2024 год, участников четвертой группы, кто выбрал хатейчика, по месяцам. Главные события на каждый месяц, начиная с февраля. Итак, февраль, здесь у нас еще есть время, да, и мы пойдем с вами по ходу. Февраль, март, апрель, май, июнь, июль,
сентябрь, август, сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь. Так, ну что же, приступим. Для более детального, полноценного прогноза я всегда советую записывайтесь на консультацию. А, Я составляю консультацию, исходя из знаний нумерологии, фэншуй, китайской метафизики, а также астрологии, как ведической, так и западной. Больше, конечно же, я понимаю, что ориентироваться следует в любых прогнозах на астрологию. Почему? Потому что планеты были еще до времен человечества, да, и они продолжают существовать. И, какие бы календари ни появлялись, календари менялись, нумерология, все остальное — это важно, это ценно, но это второстепенно, а тем более карты, потому что есть влияние, небесных светил, которое было, есть и будет, и оно дает наиболее четкие показатели по прогностике. Поэтому, если есть у вас желание и потребность в более детальном и четком прогнозе, конечно, записывайтесь на индивидуальную консультацию, написав здесь комментарий, либо ко мне на мой имейл, который указан на моем канале YouTube. Соответственно, если мы, говорим про карты, да, мы транслируем через самые светлые энергии, архангельские, высших божественных учителей, да, вознесенных и мастеров. И если мы посмотрим на, трансляцию прогноза по картам, то карты транслируют, ответы и прогностику согласно вашего текущего, ну и за последнее время сформировавшегося ментального и психоэмоционального фона. Соответственно, если меняется психоэмоциональный фон и ментальный, соответственно, меняется и прогностика. Понятное дело, что для того, чтобы изменить, необходимо приложить усилия. Не все могут приложить эти усилия. Вот, но, конечно, есть, другая категория людей, которые могут быстро менять ситуации и жизнь. И это, конечно, скажем так, работа уже, либо будучи мастерами высших, ступеней, да, либо же с мастером в тандеме, с учителем, который помогает, провести человека и сориентировать наиболее гармоничным образом по жизни. И начнем. Давайте февраль. Февраль — период поездок. Поездок, перемен, передвижений. Какие-то события могут в вашей семье происходить. Либо кто-то к вам приедет из родственников, либо вы поедете к родственникам. Какие-то вот события, связанные с поездками, с передвижением, с семьей. Понимаете также, что я транслирую карты не совсем так, как они, ну вот, в классическом варианте транслируются. Я их транслирую так, как открывается поток. Сейчас у нас 22 февраля, очень особый период, когда открывается канал, и очень мощно транслируется через яснознание, ясночувствование, ясновидение, открываются потоки. Поэтому трансляция, скажем так, интерпретация может быть немножечко другой. Вот, но главное то, что я озвучиваю, анализируйте по февралю, как минимум вы можете уже смотреть соответствие вашим показателям, да. М, Смотрите, что у нас выпадает, выходит на, февраль. Поездки, командировки, поездки, связанные с семьей, события, передвижения какие-то в семье, в вашей семье, какие-то изменения, какие-то перемены, связанные с вашей семьей, либо вашими родственниками. Рекомендация для вас от высших учителей на февраль месяц — это предложение мира. Возможно, если вы были в ссоре или была какая-то конфликтная ситуация, которая сподвигла вас к поездке, либо к переезду, либо вы утратили место жительства, или вам пришлось переехать с а, привычного для вас места жительства. Выберите позицию мира, то есть не старайтесь бороться, отстаивать, вот какую-то жесткую одну конкретную позицию. Старайтесь быть, более миролюбивым и принимайте все проявления, которые происходят в мире, в вашем конкретном мире,
да, внутреннем мире, в вашем внешнем мире, в вашей реальности. И рекомендация от архангелов для вас. Привет с небес. Ваши любимые на небесах чувствуют себя прекрасно. Избавьтесь от тревог и примите их благословение. Если кто-то из родственников вас оставил и э, не находится в этом пространстве, в этой реальности, понимайте, что вас любят, вас поддерживают и вас слышат. Все наши близкие всегда все равно с нами. Даже если кто-то из родственников, кто ушел уже давно, все равно также поддерживает вас и, слышит вас о всех ваших чаяниях, да, о всех ваших потребностях. Просто, благодарите за то, что они были в вашей жизни, либо есть. Давайте пойдем дальше. Март. Интересно, что март у вас появляется ключевая фигура — это мужчина. Это либо бизнес-партнер, либо, судьбоносный мужчина, человек в вашей жизни, который делает вам предложение, возможно, семейное, да, то есть это предложение руки и сердца, либо это бизнес-партнер, если вы мужчина, появляется в вашей жизни, либо это вы сами, как мужчина, который должен действовать. В марте месяце уже, скажем так, действия должны начинаться с вас. Не ждите, что кто-то возьмет ответственность за ситуацию на себя. Ее необходимо, а, скажем так, взять в свои руки. И рекомендация для вас на март по трансляции от высших учителей. Слушайте. Слушайте себя, слушайте свое сердце, слушайте то, что вам говорят, особенно если вы общаетесь со специалистами в какой-то сфере, либо слушайте этого человека, который появится в вашей жизни. Если вы мужчина, тогда слушайте себя. Слушайте себя, либо вашего бизнес-партнера, да, но это больше касается вас, я бы сказала. И слушайте мужчину, который вам делает предложение. Обратите внимание, что вам предлагает этот человек. Давайте посмотрим рекомендацию на март от архангелов. И здесь воспитание. Воспитание, воспитывая ребенка, вы одновременно воспитываете и своего внутреннего ребенка. Сейчас для вас очень важно и то, и другое. Когда когда этот мужчина, возможно, будет вам что-то предлагать, рассказывать, либо вы можете воспринимать это как поучительство, да, либо как воспитание вас. Понимаете, что человек, когда что-то транслирует, он транслирует это и относительно к самому себе, не только по отношению к вам. И важно, если это касается детей, то, когда вы воспитываете ребенка, понимаете, что всему, чему вы его учите, либо наставляете, вы должны соответствовать сами. Вы должны быть представителем, всего того, что вы пытаетесь, проявить в вашем ребенке. И старайтесь, конечно, помогать и себе, и своему внутреннему ребенку, скажем так, вырасти, стать более зрелым, но с заботой, с любовью подходите к себе и к своим внутренним потребностям, да, к потребностям вашего ребенка. Если мы говорим о мужчине, который проявляется у вас в марте у нас первое затмение лунное 25 марта, это достаточно эмоциональный период, но также а, затмение — это период перемен, да, это такая, вихревая энергия перемен. И, возможно, этот мужчина придет также, как учитель для вас, да. Возможно, даже в союзе все равно он может быть вашим учителем, духовным, также этот, мужчина может принести с собой ребенка. То есть привнести в вашу жизнь. Это может быть зачатие детей, это может быть восстановление, исцеление вашего внутреннего ребенка через взаимоотношения с этим мужчиной. Либо этому мужчине, если вы мужчина, да, и смотрите этот эфир, возможно, вам следует
Понимать, когда вы общаетесь с другими, вы должны соответствовать, да, тому, чему вы учите, наставляете, или то, что вы взращиваете в других людях, в женщине, вашей любимой, да, либо в ваших детях. Старайтесь быть максимально тактичны, толерантны и соответствовать тому, что вы пытаетесь донести. Пойдем дальше. Апрель. Апрель продолжается коридор затмений. У нас 8 апреля солнечное затмение. Солнечное затмение, и апрель у нас также период ретроградности Меркурия. И если мы посмотрим на вот эту карту, это задача: либо вы создадите семью, да, и у вас будут семейные взаимоотношения, возможно, как раз с предыдущим, да, мужчиной, который проявился, точнее, не предыдущим, а который проявился в марте. Либо же это задача сформировать свое семейное древо, либо узнать историю своего семейного древа, либо же также поддержать себя со стороны здоровья, укрепить свое здоровье. Давайте посмотрим рекомендации от высших учителей на апрель для вас. Сила радости. Сила радости, значит, постарайтесь в жизни больше проявлять радости. Все, что вас радует. А, Радость продлевает жизнь, дает больше силы, дает больше иммунитет, укрепляет здоровье. Проявляйте радость в вашей жизни. Возможно, радость также придет с созданием нового семейного древа, да, с продолжением рода и укреплением. Рекомендация для вас от архангелов — это яснослышание. Ну, как было сказано в предыдущем месяце, да, слушайте, здесь яснослышание. Прислушивайтесь к руководящим указаниям, которые дают вам другие люди и ваш внутренний голос. Прислушивайтесь, услышьте, что вам пытаются донести. Для вас это наиболее важно и ценно будет в этот период и поможет сориентироваться, как поступать. Но опять же, слушать необходимо специалистов, да, в той сфере, в том вопросе, которым вы интересуетесь, а не просто, скажем так, там, друзей, знакомых, родственников, если они не обладают знаниями в какой-то области. Давайте пойдем дальше. Понимаете, что просто каждый человек озвучивает то, чтобы, ну, что созвучно его внутреннему миру, что созвучно его реальности, да, картине мира, которую он чувствует, видит, либо которую он бы хотел бы проявить. Поэтому лучше слышать и слушать как раз и советоваться со специалистами в той сфере, которая вас интересует. Пойдем дальше. Май. Май для вас закрыт от трансляции информации. В мае может либо следует уделить время чтению, да, знаниям, получению новых знаний, либо же май закрыт как по событийности для вас. Давайте посмотрим рекомендации учителей. Касается здоровья, да, в отношениях, предложение, например, человека для создания семейной жизни, тоже консультируйтесь со специалистами, тарологи, нумерологи, вы можете записываться ко мне на консультацию, но понимайте, что с любыми решениями, неважно по вашему здоровью или по спутника жизни, вам жить, то есть ваша жизнь, соответственно, специалисты, с которыми вы консультируетесь, они фактически ваши консультанты. Вы можете консультироваться не с одним специалистом, а с несколькими, включая и врачей, соответственно, но решение вам и жизнь решением вам. Поэтому на май 24 года мир наступает тогда, когда вы понимаете,
понимаете, что интересно. Выберите миролюбивую позицию, мирную позицию, позицию, скажем так, не противостояния, агрессии, борьбы, да, и воинственности, а мирное внимание. И, возможно, предложите перемирие, да. А также, совет идет такой, что консультируйтесь со специалистами, сами дела. Вот так вот следует поступать в мае, узнавать больше знаний, да. Давайте пойдем дальше. В июне, лето началось с путешествий, у вас поездка, путешествие, а, у вас, передвижение в июне начинается. И что мы здесь видим? По рекомендации высших учителей, это вы можете сделать это. Если у вас было в планах, путешествие, вы можете его запланировать, оно у вас благоприятно пройдет, получится. Путешествие получится, планируйте его на июнь. И рекомендация от архангелов: здоровый образ жизни, ешьте полезную еду, хорошо высыпайтесь и регулярно занимайтесь спортом, чтобы иметь отличное здоровье. Ну, для путешествий здоровье отлично, важно поддерживать здоровье, потому что иностранная, да, еда и привычная для вас, конечно, создать, дисбаланс в организме, поэтому воздержитесь от, употребления алкоголя, и каких-то, токсичных жидкостей и следите за чистотой и, скажем так, вообще здоровым образом жизни и чистотой вашей пищи, да, которую вы принимаете, и жидкостей. Вот, пойдем дальше. Июль. Июль для вас задача проявить лидерство, задача проявить силу, уверенность, настойчивость, не бояться, быть сильными. В июле необходимо быть смелым. Вот, рекомендация для вас от высших учителей: свобода. Будьте уверены в себе, проявляйте свободу воли, проявляйте свою волю, проявите свое решение, покажите, ваши мысли, вашу позицию. Рекомендация от архангелов для вас: ясномыслие. Обращайте внимание на постоянно посещающие вас мысли и идеи. Это ответы на ваши мысли. А, то есть ориентируйтесь в июле на себя, на свою позицию, будьте лидером, будьте смелым, будьте уверенным, будьте настойчивым. Перед вами проявится ситуация, которая потребует, а, вашей смелости, либо проявления лидерства, да, вашего лидерства. Август. В августе будет какая-то ситуация, которую необходимо закончить, да, отношения завершить, отпустить, закончить ситуацию, закрыть и, как говорится, забыть и перестать к этому возвращаться. Давайте посмотрим рекомендацию. Будьте аккуратны также с колющим, режущим и не подвергайте себя опасности во взаимоотношениях. В августе для вас рекомендация от высших учителей. Во-первых, обращайтесь за помощью к женщинам: мать, жена, сестра, дочь, а также медитируйте. Медитируйте, то есть займите гармоничную позицию, такую осознанную, гармоничную, наблюдательную позицию, обращаясь, возможно, во взаимоотношениях с женщинами, либо обратитесь за помощью к женщинам. Вот. И рекомендация для вас от архангелов на август месяц: расправьте крылья, перестаньте сдерживать себя. Время пришло, вы готовы расправить крылья и воспарить. Прекрасно. То есть оставьте в прошлом эту ситуацию, которая проявится. Либо, если это женщина, да, взаимоотношения с какой-то женщиной негативными были, закройте эти отношения, закончите их, да, перестаньте общаться с этим человеком.
Если это, скажем так, ситуация, которая требует помощи, обратитесь к кому-то из близких женщин и закончите ситуацию, но не агрессивным образом, а таким тактичным, по-женски, да. При этом сохраняя спокойствие и наблюдательность через вот медитативное состояние. Практикуйте медитацию, чтобы гармонизировать и успокаивать себя в августе. Пойдем дальше. Сентябрь. Сентябрь у вас будет задача, предложение, событие какое-то, которое потребует много ваших сил и будет растянуто на долгосрочный период. Насколько вам это предложение, скажем так, необходимо, анализируйте, потому что есть задачи, которые можно преодолеть через силу, а есть задачи, которые можно, скажем так, разрешить другим способом, обойти ситуацию совершенно с другой стороны. Да, и рекомендация для вас на сентябрь. В сентябре у нас первое затмение второго цикла, 18 сентября лунное затмение, да, которая говорит о том, что психоэмоциональный фон может зашкаливать. Вы можете вовлечься в какую-то ситуацию, которая на самом деле для вас достаточно сложна и растянется на длительный период, да, реализация этой задачи. И вот рекомендация от высших учителей, да, соглашайтесь, да, принимайте решение, соглашайтесь, почему бы и нет, почему бы не освоить этот путь, эту дорогу. Высшие учителя говорят о том, что вы можете это сделать, вы можете разрешить ситуацию, как бы она, возможно, изначально вам не казалась непреодолимой или сложной, да. Но, опять же таки, либо через проявление силы, и активности можно решить задачу быстрее, но тогда, конечно, и расход энергетический будет тоже быстрее и больше. Но, также это может быть и, нахождение других путей для решения данной ситуации. Вот. И рекомендация для вас от архангелов: очистите свое пространство, освободитесь от суеты, очистите энергию вокруг себя и практикуйте фэн-шуй. Ну, здесь прямым текстом можно практиковать фэн-шуй. Вы можете также записываться на консультацию ко мне, либо к другому любому мастеру по фэн-шуй, например, да. Также здесь благоприятно очищать пространство. Есть сеансы чисток, которые для помещений я провожу. Это очищение квартиры, дома, офиса, автомобиля, ну, то есть любого пространства, да. И также, пространство я сразу провожу фэн-шуй коррекцию, если это при моем присутствии. Вот. Ну, либо же дистанционно также это можно все настроить. А, Либо самостоятельно, да, либо с другим специалистом. Но, возможно, эта ситуация у вас связана как раз с, очищением и с практикой вот очищения пространства и вообще выстраивания, своего идеального фэн-шуй, да, в, доме. То есть создание очищения и создание в своем доме такой, природного места силы. То есть, наш дом, наш офис, да, наш автомобиль, они либо, помогают нам, да, и дают поддержку, то есть пространство работает для нас, и поддерживает нас, либо, ну, как бы является только таким ночлегом и, возможно, даже наоборот забирает энергию. И вот это важно очищать пространство свое правильно, корректно, а также гармонизировать через практику фэн-шуй и таким образом привлекать удачу и создавать в своем собственном доме, в своем собственном офисе свое собственное место силы. Вот. Давайте пойдем дальше. Для вас рекомендация на октябрь. Какая-то ключевая ситуация. Все ключи у вас. Давайте посмотрим рекомендацию от высших учителей. Что-то очень важное будет происходить у вас в октябре, и вы можете разрешить эту ситуацию, потому что ключи в ваших руках. Либо у вас появится какая-то возможность, ключ,
к разрешению данной вашей ситуации. Да, соглашайтесь, принимайте позитивное решение, а, узнавайте мнение другого человека, я бы сказала, узнавайте мнение, а, того человека, который является участником этой ситуации, а также профессионалов. Консультируйтесь у профессионалов. И рекомендация от архангелов — божественный порядок. Все так, как должно быть. Смотрите сквозь иллюзии и увидите порядок, лежащий в основе всего сущего. Ориентируйтесь на себя, на то, что вы принимаете решение в октябре, и у вас все, как говорится, ключи на руках. Для вас открываются двери, новые дороги, новые возможности перед вами открываются. Но открыть надо вам эти двери, то есть проявить инициативу. Понимаете, что все, что приходит к вам в октябре, это будет как раз 2 октября второе затмение солнечное, это, соответственно, новое начинание, новые перемены на длительный период. И вот если посмотреть, да, то вообще в октябре у вас ключевая ситуация, которую открыть и разрешить можете вы. Вот что важно, вот, об этом помните. И, все идет так, как должно быть, да, своим чередом. И понимаете, что позитивная позиция для вас, да, будет более гармонична. Пойдем дальше. Ноябрь. Ноябрь, будьте аккуратны, не будьте слишком расточительны. С середины ноября и до середины декабря, соответственно, у нас Меркурий ретроградный. Подарки покупать на Новый год лучше либо в начале ноября, либо же после 15 декабря. Также смотрите, не будьте мелочными, да, и, скажем так, будьте более рациональны в своих затратах, потому что затраты могут потянуть больше, чем оно того стоит. Вот, рекомендация для вас от высших учителей: абстрагируйтесь от драмы, не переживайте, если будет что-то потрачено больше, да, либо события будут развиваться не так, как вы хотели бы. Найдите позитивные позиции, что-то позитивное в событиях, которые у вас будут происходить в ноябре. Что хорошего? Ну, если вы потратитесь, ну, что хорошего от того, что вы, допустим, потратились? Возможно, вы активировали циркуляцию денежных потоков, да, энергии денег. То есть, если вы потратили, вам должно, соответственно, и прийти, если вы, конечно, работаете над этим. Возможно, вы потратились на какие-то мелочи, но эти мелочи вас порадовали и принесли вам, состояние повышения вашей мотивации, энергетики. Поэтому, главное, будьте рациональны желательно, да, потому что растраты могут быть. Но не переживайте, если это будет не так, как вы, ну, то есть эти растраты не принесут вам, а, или какие-то мелкие неурядицы, если будут происходить, возможно, в доме или, возможно, во взаимоотношениях. Найдите, что хорошего в этом. Как минимум 5 пунктов, да, для себя выделите. И рекомендация от архангелов — это терпение. Ваши мечты исполняются быстрее, чем вы думаете. И все-таки они нуждаются в вашей поддержке и терпении. Не пытайтесь форсировать и продавливать ситуацию, ускорять ее как-то, если она еще не созрела. Вот, не суетитесь. Тоже я бы дала такой дополнительный от себя комментарий и рекомендацию. И декабрь. Мы с вами подходим к концу 2024 года. Декабрь. Мысли, мечты, анализ такой меланхоличный, скажем так, о проходящем годе, да, о прошедшем годе 24-м, размышления и мечты о будущем. В принципе, благоприятный, гармоничный период, успешный. А, Вы можете загадывать желания на растущую луну, на новолуние. Рекомендации здесь для вас от высших учителей на декабрь — это настроиться. В принципе, конечно, сказочное такое, да, волшебный период. Достаточно настрой на сказку, на волшебство, на какое-то благоприятное, праздники благоприятные, да.
И рекомендация от высших учителей на декабрь — закон духовного притяжения. Ну вот я говорю про волшебство, про сказку. То есть о чем вы думаете, кем вы являетесь, то вы и притягиваете в свою жизнь. Если вы хотите притянуть что-то отличное или новое для вас, соответствуйте вот тому, что вы заказываете. Ну и, конечно, я бы советовала записываться ко мне либо на консультацию по лайф-коучингу и составлению стратегии работы с целями, да, либо же а, проходить. У меня вебинары есть по работе с целями, с планами. Как раз они касаются, как правильно проявить истинность своих мечт, да, своих целей, как правильно их распознать, как их правильно сформировать и расписать, составить четкую стратегию. Более того, есть даже с прогнозом, например, у меня есть выпуск, совершенно новый выпуск. Это "Как оседлать дракона" 2024 года. Соответственно, и выполни исполнить свои желания. Да, вот там мы как раз составляем индивидуальный прогноз под каждого, собираем информацию по, своим целям, мечтам, проводим медитацию. Такой объемный выпуск, там из 3 частей. И вот как раз идеально помогает притянуть, а, желаемое в свою жизнь. Более того, достичь этого и приложить также свои усилия. Потому что мы загадываем, мы хотим, мы мечтаем, но действовать, конечно, необходимо нам также, да, то есть не оставлять это все на волю случая. И рекомендация для вас от архангелов — это природа. Ну, если, посмотреть на первую карту, да, здесь Луна, природа, открытое пространство. И вот, отправляйтесь за город, подышите свежим воздухом и восстановите связь с природой, чтобы снять напряжение и стимулировать творческое мышление. Творческое мышление как раз для духовного притяжения, для работы с целями, с мечтами, с планами. Это все очень созвучно. И как раз на Луне в такой период волшебный загадывать желания на следующий год очень благоприятно. Но это можно начать уже делать и начиная с этого февраля, с марта, да, вы можете уже записываться а, ко мне, если есть желание. Либо поработайте самостоятельно. Но также я бы добавила, что можно выбрать место для празднования Нового года, либо вообще, в принципе, проведения декабря где-то на природе, то есть за городом, возможно, в каком-то доме за городом. Тогда у вас будет больше активироваться, ясное яснознание, да, и лучше будет, функционировать ваша интуиция. Такой прогноз для вас на 2024 год. Давайте посмотрим также рекомендацию для вас по психоэмоциональному фону на весь год. И это, а, что в своей жизни я могу изменить, а что нужно отдать в руки Бога. Вот такая картинка для вас. Смотрите, размышляйте, анализируйте себя. И благодарю вас за просмотр. Оставляйте, пожалуйста, ваши комментарии наиболее толерантным, тактичным образом, да, а также насколько для вас было созвучно, понятно, интересно этот выпуск, этот прогноз. Ставьте ваши лайки, если вам понравилось, да, и я благодарю вас за просмотр. Всего доброго, берегите себя.